Всем привет, с вами Дэн, и знаете, как долго я ждал эти часы, вот, наверное, давно так ничего не ждал. Это новый китайский премиум бренд, который называется Дзянхун, надеюсь, более-менее правильно называю, и с китайского это дух мастерства. Ну, давайте Дзянхун открывать, и знаете, я вообще заметил, и в том числе по подписчикам канала, да, Гитат, что вам нравятся, в принципе, именно китайские названия, это как бы вот такой тренд, нравится, что нет какого-то мимикрирования под европейцев, там, под швейцарцев, под немцев, под японцев, а именно есть вот именно такой подход китайский. Я тоже с этим согласен, мне это тоже нравится, но вопрос в дизайне, конечно, и давайте рассматривать, что у нас здесь есть. Значит, здесь гарантийная карточка такая в бумажном у нас виде. Дата, модель, подпись. Прикольно. Так, прикольно. Ну, такую макулатурку я люблю. Значит, мануал, да, у нас идет небольшой. И здесь, так, здесь часы уже нарисовали. Ну, и здесь они пишут, да, что Дзянхун запускает линейку, которую они называют War Drum, да, такой боевой барабан. И давайте, наконец, конечно же, открывать эти часы, потому что есть о чем поговорить, есть что рассказать. Значит, здесь у нас еще вот такой вот брелочек есть, корпоративный, и что-то еще. Давайте посмотрим, что здесь. Ага, здесь у нас инструмент для укорачивания браслета, замены ремешка. Ну, в хозяйстве пригодится. О, какая мягенькая, какой мягенький travel кейс. Приятненький. Открываем. Так, ну, давайте не буду томить, скажу сразу, что это дебютная модель для Дзянхун. И Дзянхун это бренд от компании San Martin. Они решили выпустить такую отдельную линейку и ее развивать, и чтобы она никаким образом не соотносилась с моделями San Martin. Я считаю, что это абсолютно правильное направление. Они решили сделать прям именно китайский бренд с китайским неймингом, с китайским логотипом, с китайским дизайном и именно с таким неким уникальным дизайном. Причем он уже идет изначально как вот такой больше как в премиум линейку. Модель называется GH0101, это референс, и, как я уже сказал, они называют это War Drum, боевой барабан. Распакую, потом продолжим. Слушайте, ну да, здесь есть дизайн, дизайн необычный, ни на что не похожий, я ничего здесь не могу уловить, чтобы я видел когда-то раньше. И мне это нравится. Мне вообще нравятся вот все вот эти попытки уйти к своему дизайну, представить что-то свое, что-то новое на рынке. И понятно, что, возможно, аудитория нового дизайна будет меньше, да, чем, скажем, чего-то мейнстримового. Ну, там, а-ля дизайн в стиле Rolex или Blampa. Но, с другой стороны, лояльность будет выше в конце концов, некая престижность тоже будет выше. Поэтому это правильное направление, которым идет San Martin. И очень правильно, что они делают именно вот такой суббренд. Потому что суббренд это всегда возможность отделиться, да, от другого бренда, попробовать, рискнуть, может быть, да, и выйти в другой немножечко сегмент. Я считаю, что это вот абсолютно ожидаемое и правильное решение. Я, в принципе, думал, что, может быть, San Martin будет более активно развивать свои линейки собственных дизайнов, но в принципе, наверное, с учетом их производственных возможностей, с учетом их финансовых возможностей, даже, наверное, более правильно решение сделать именно вот просто новый бренд, другой и абсолютно его разделить. Это круто, ребята, молодцы, мои аплодисменты. Ну, давайте по характеристикам. Внутри здесь стоит Seiko NH38A, японский механизм, 316L сталь по корпусу, 200 метров водозащиты, заводная головка завинчивается, сапфировое стекло с внутренним антибликом, причем антиблика здесь целых 3 слоя, так что должно быть хорошо и на солнце. Я уже вижу, что антиблик в принципе здесь окей. Кожаный ремешок.
Цена, стартовая цена именно для запуска бренда $299. Будет мой личный дисконт $20. Ссылку в описании оставлю к этому ролику. И также напишу про вот эти возможности получить скидку. Также, кстати, насколько я понимаю, Zenhun не хочет продаваться уже на AliExpress, так что будут другие возможности для покупок. И что еще сказать нужно? Ремешок здесь идет базовый, да, под размер запястья 15-19 сантиметров. Если ваше запястье больше, там можно при заказе выбрать ремень более длинный. Этот момент обязательно учитывайте, ну, чтобы каких-то недоразумений не было. Давайте посмотрим сразу по размерчику. По диаметру у нас с вами 41,7. Высота с учетом выпуклого стекла 13,8. От ушка до ушка что у нас по ремешочку получается? 20, да, 20. Ну, точнее, по ремешку, да. А вот от ушка до ушка здесь длинные ушки в таком, отчасти даже, наверное, немецком стиле. 49,2. То есть часы по диаметру не самые большие, но учитывайте момент от ушка до ушка. Мое запястье 18,5, как вы видите, я бы сказал впритык. Наверное, на 18 подойдет. Ну и все. Я бы брал вот 18-19 и дальше с более длинным ремнем уже подбирал. Потому что ушки достаточно длинные. И да, они сидят очень удобно. Такой действительно барабан, такой пухлый в центральной части. Необычный корпус, очень интересный. Немножко такой распластанный по запястью. Сразу приковывает к себе внимание, конечно. Ну, выглядит круто, слушайте. Мне по дизайну эти часы очень нравятся. Я люблю вот что-то такое необычное, что-то прикольное. И вот эта форма ушек, честно говоря, я раньше не встречал. Может быть, где-то есть, напишите в комментариях что-то подобное решение. Но выглядит, слушайте, просто такой прям бомбяу, да. Просверленные ушки. Ушки внутри крепятся к корпусу. Это отдельная часть. Они абсолютно такие, да, правильной геометрической формы. Очень интересно, но именно за счет того, что они такие вот, как бы, да, здесь достаточно резкие, то учитывайте ваши запястья. Как я уже говорил, мне кажется, меньше, чем 18 не очень сядут эти часы на запястье. Это вот такой вот важный момент. Ну, вообще интересно, вообще необычно, вообще здорово. Стрелки у нас, да, абсолютно разные, правильной длины, часы, минуты, секунды и очень необычные метки. Опять же, такой вот в стиле какого-то барабана, действительно. Кстати, градиентный циферблат сочетается с ремешком, и циферблат типа сэндвич, потому что люминофор у нас идет в нижней части, дальше идет циферблат, и дальше вот эти вырезы такие, да, очень необычной формы, как часовые метки. Из них 4 имеют люминофор, остальные без люминофора. Ну, подкладку мы с вами, конечно же, посмотрим, как это все светится, как это будет. Но здесь действительно сэндвич. И причем сэндвич изначально в глаза как-то и не бросается. Кажется, что это по-другому реализовано. Но когда смотришь на них более детально, видишь, что это действительно сэндвич. Прикольно. Слушайте, опять же какая-то новинка, опять же необычно. Логотип здесь печатный, 200 метров автоподзавод указано, все печатное. Да. Не стали, кстати, утяжелять циферблат, потому что, ну, в принципе, уже с этим сэндвичем, да, с накладным люминофором, уже достаточно циферблат насыщенный. Плюс есть дублирование по ранту часов уже. Ну, рант, понятное дело, неподвижный, но тоже интересная реализация. Слушайте, ну вообще прикольно. Полностью корпус сатинированный, за исключением вот этих вот меток часовых, которые с зеркальной полировкой, они такие на углублении сделаны. И вообще такой получается у нас очень необычный корпус. Приплюснутая заводная головка, такая немножко луковичная. И задняя крышка у нас получается здесь тигр. Очень красивый. Слушайте, прям, ух ты. Хорош. Глубокое такое литье, на винтах задняя крышка. И да, вот здесь еще тоже есть такой нюанс с зеркальной полировкой. Здесь сатинирование. Но Сан-Мартин умеет делать корпуса, и здесь корпус, конечно, вау. Вау, я бы сказал, мне очень зашло. Застежка, да, бакля интересная.
с обрамлением таким зеркальным небольшим уголком, все остальное с сатинированием. Ну и бакли тоже такая необычной формы. Дальше давайте посмотрим, что у нас по весу. По весу 102 грамма. Это не самые будут легкие часы, но сами понимаете, корпус такой прям хороший, достаточно увесистый. Что касается ремешка, то достаточно толстый, приятный ремень, хорошая кожа, прострочка, здесь все приятно. Учитывайте, кстати, важный момент, что, видите, да, здесь утолщение идет у нас в первой части ремешка. Он достаточно пухленький здесь, вот с этими наплывами, которые создают необычный эффект, но при этом высота почти 6 мм. То есть ремешок нужно немножко... Он вначале будет жестковат, то есть его немножко нужно будет разносить. Этот момент обязательно учитывайте. Да? Вот, то есть он потом адаптируется уже к запястью, но какое-то время, где-то, я думаю, недельку точно нужно будет разнашивать. Он такой немножко нарочито грубоватый, но хорошо подходит к этой стилистике корпуса. Ну что ж, а теперь самое время что сделать? Правильно, посмотреть макро. Опа, а я вот эту фактуру не видел, кстати, по циферблату. Такой как будто бы песочный, да? Песочная фактура, тоже коричневая, немножко есть градиентик. Ну и вот этот вот с вами сэндвич, про который мы с вами говорили. И объем у цифры есть. Сатинирование также и на стрелках, люминофор, ну здесь все окей. По железу здесь, конечно, все просто пушка, бомба, ну, как всегда у Сан-Мартина, а теперь, как всегда, у Дзянхуна. Кстати, это их дебютная модель, они планируют и другие, естественно, но вот заходят именно с этой версией, и основным рынком, насколько я понимаю, будет все-таки Китай. Ну, что касается приобретения, да, российскими покупателями, я потом оставлю все ссылки, да, и опишу в описании ролика, как это будет можно сделать. В общем, давайте подводить итоги по модели. Конечно, первое. Во-первых, я приветствую, что это бренд с китайским неймингом. Для меня это прям супер круто. Мне кажется, это правильно. Второе, конечно же, хотя это, наверное, первое, это дизайн. Дизайн класс. Мне понравилось и сам по себе дизайн, и мне понравилось, конечно же, что они делают именно вот китайскую стилистику и необычно. Это круто. Третье, конечно же, соотношение цена-качество здесь на высоте, потому что ну, достаточно адекватная цена для стартовой модели с учетом характеристик, механизма, да, ну, это меньше, чем $300, там получается где-то ближе к 260, 270. Посмотрим, как это будет со всякими скидками и так далее. В общем, это здорово. Заход интересный, заход неплохой. Конечно, буду ждать следующих моделей от Дзянхуна. Ну, а первое, это уже, как говорится, блин не комом, а прям молодцы, поработали. Пишите, как вам эта модель, что вы об этом всем думаете, что вы ждете, может быть, да, тоже напишите, какие дизайны, в какой стилистике и чего бы вы хотели от уже такого чисто китайского бренда. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.